Это город монументальных небоскребов, узнаваемых желтых такси, многочисленных музеев и прекрасных парков. Здесь говорят на 800 языках, а районы не похожи один на другой. Вы узнаете его даже по звукам сирен и шуму метро. А его фантастическая энергетика чувствуется во всем. Вы на канале Леон Ринг, и сегодня я предлагаю вам маршрут по прекрасному Нью-Йорку. Пройти его можно за один день, и посмотрев это видео, вы познакомитесь с городом и всеми его достопримечательностями и сможете великолепно здесь ориентироваться. Весь маршрут я отметил на карте, ссылка на которую размещена в описании под видео. Она очень поможет вам в путешествии. Итак, поехали. Сначала поговорим о ценах. Стоимость посещения острова со статуей свободы начинается от $24,5. Попасть на смотровую площадку Empire State Building обойдется вам от 44. За сэндвич с картошкой в лучшем баре мира Dead Rabbit приготовьтесь отдать $25, а за бургер в Макдональдсе от 10. Средний чек в хорошем ресторане варьируется от $60 до $100, а за ночь в отеле на Манхэттене придется выложить от 200. А мы продолжим прогулку по Нью-Йорку и от Таймс-сквер пойдем в сторону Рокфеллер-центра. Это 14 небоскребов и всего 19 коммерческих зданий, построенных на деньги богатейшей семьи Америки. И потому это строительство стало величайшим проектом времен Великой депрессии. Его центральным зданием является Рокфеллер Плаза 30, известная в первую очередь по фотографии «Обед на небоскребе», где 11 рабочих спокойно отдыхают на балке на высоте более 200 метров. Здесь находится штаб-квартира компании NBC, ее сувенирный магазин, ресторан и, главное, смотровая площадка, очень любимая туристами, Top of the Rock, вершина скалы. С нее открывается прекрасный вид на Мидтаун и Центральный парк. Джон Дэвисон Рокфеллер открыл Рокфеллер-центр и его панорамную площадку как подарок жителям Нью-Йорка. Он хотел создать место, где посетители могли бы наслаждаться красотой города. А рождественская елка, которую здесь устанавливают, является символом мегаполиса, как и легендарный каток, ставший ежегодным событием с 1936 года. Построили каток перед входом в Рокфеллер-плазу. Это место знаменито позолоченной скульптурой Прометея и роскошным садом Channel Garden с фонтанами и инсталляциями, особенно прекрасными в Новый год. Ну а справа от парка радует глаз еще одна очень известная бронзовая статуя Атласа или Атланта. Атлас был титаном и вел войну против олимпийских богов. После поражения он был обречен нести мир на своих плечах в качестве наказания. Считается, что эта скульптура вдохновила Айн Рэнд на написание книги «Атлант расправил плечи». Напротив, вы можете увидеть неоготический собор Святого Патрика 1853 года постройки. Как вы помните из первой части, Нью-Йорк расширялся от Беттери-парка и финансового района, а в середине 19 века здесь была глухая окраина. Но архиепископ Джон Джозеф Хьюз понял, что очень скоро собор Святого Патрика окажется в самом центре города и настоял на строительстве именно на этом месте. Собор колоссален, он занимает целый квартал между 50 и 51 улицами. С другой стороны от Рокфеллер-плазы, на углу 50-й улицы и 6-й авеню, стоит здание мюзик-холла Radio City. Как мы помним из первой части прогулки, авеню на Манхэттене идут с севера на юг, а перпендикулярные им улицы или стрит с запада на восток. Radio City лучше осматривать ночью и в новогодние праздники. А вообще все здания Рокфеллер-центра построены в стиле ар-деко, а их вестибюли также оформлены очень интересными фресками и открыты для посетителей. И пусть вас не смущает охрана на входе, заходите спокойно, ровно как и в здание аукциона Кристис. Здесь вы можете посмотреть все интересные ценности, которые будут проданы на ближайших торгах. Идем дальше к Бродвею. Именно эта часть самой длинной улицы Манхэттена принесла ей всемирную славу. Речь идет о театральном квартале Нью-Йорка. Бродвейские театры появились в 18 веке, а с развитием кинематографа пережили новый расцвет и даже стали альтернативой Голливуду. Многие известные актеры до сих пор играют на театральных сценах Нью-Йорка, но наибольшим успехом здесь все-таки пользуются мюзиклы, самые известные среди которых «Призрак оперы», «Чикаго», «Король Лев», которые идут здесь непрерывно несколько десятилетий. Прогуляемся немного по 7-й авеню. Здесь стоит известнейшее здание Карнеги-холл, одна из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки. Открыт он был 5 мая 1891 года концертом городского симфонического оркестра, которым дирижировал Петр Ильич Чайковский. Дальше, если есть время и силы, вы можете пойти в сторону 9-й авеню, которая известна также как Коламбус-авеню. Здесь очень интересная архитектура, а еще в одном из зданий было придумано знаменитое печенье Орео. Нас также заинтересует крупнейший культурный комплекс города – Линкольн-центр. Это 12 зданий для различных публичных культурных мероприятий и образовательных целей, концертных залов, оперных и драматических театров и киноцентров.
В частности, его изюминкой является знаменитая Метрополитен-опера. А чуть дальше по авеню будет Американский музей естественной истории, состоящий аж из 25 зданий. Знаком он нам по фильму «Ночь в музее», а его интересные коллекции растений, животных, метеоритов и культурных артефактов привлекают 5 миллионов посетителей в год. Музей смотрит на знаменитый Центральный парк Нью-Йорка, разбитый в форме прямоугольника длиной аж в 4 километра и шириной в 800 метров. Он находится среди высотных зданий и этим производит еще более неизгладимое впечатление. Этот парк – оазис тишины среди шума мегаполиса и очень интересное место для прогулок и отдыха. Здесь 40 мостов, высокие деревья, красивые лужайки, есть замечательное озеро, пруды, замок Бельведер и много других интересных мест. Сюда приходят отдохнуть 25 миллионов человек в год. Здесь постоянно проходят фотосессии, съемки, представления, а потому возвращаться сюда можно снова и снова. Немного прогуляемся по 5-й авеню, часть которой проходит вдоль Центрального парка. А ее участок южнее парка, между 34-й и 60-й улицами, является одной из крупнейших и дорогих торговых зон в мире, в которой представлены магазины всех известных марок одежды, обуви, парфюмерии и предметов роскоши. На 5-й авеню, как мы помним из первой части, находятся Empire State Building, Дом Утюг, Flatiron Building, публичная библиотека и многое другое. Все эти здания отмечены на карте, ссылка на которую размещена в описании под видео. А мы из парка выйдем на 5-ю авеню к зданию коллекции западноевропейской живописи Генри Фрика. Если есть время, обязательно посетите это прекрасное место. Затем будет знаменитый Метрополитен-музей, один из самых известных в мире и 4-й по популярности среди населения планеты. Здесь 17 тематических отделений, разделенных по континентам и периодам истории. Древнеримские и древнегреческие отделы, древнеегипетский, африканский, китайский, японский, европейский и отдельно средневековый и многое другое. Жемчужиной египетского зала является храм Дендур, посвященный Изиде и Осирису. Правительство Египта подарило его народу США в лице Жаклин Кеннеди в 1965 году в знак благодарности за спасение древних ценностей при строительстве Асуанской плотины, а доктор-психиатр Артур Саклер стал спонсором строительства этого крыла музея. Идем дальше. Сразу за северной границей Центрального парка начинается знаменитый квартал Гарлем. Как мы помним, изначально эти места были голландской колонией, и потому первое здешнее поселение было названо в честь города Хаарлема. Когда-то у района была дурная криминальная слава, но сейчас здесь безопасно, и потому можете смело гулять и осматривать его европейскую архитектуру с невысокими домами. Главная улица Гарлема — Кинг-стрит, и если есть время, можете изучать ее, пока не закончатся силы. А мы пойдем в сторону 10-й авеню, или как ее еще называют, Амстердам-авеню, где располагается собор Святого Иоанна Богослова, прозванный в народе недостроенным. Причем строят его с 1892 года, а в процессе даже был изменен его стиль с византийско-романского на неоготический. Этот храм относится не к католической, а к епископальной церкви, которая была, в свою очередь, образована после войны за независимость при отделении от англиканской. Епископальная церковь славится своими свободными нравами, например, епископом здесь может быть женщина. Внутри церкви большие витражи и есть даже рисунки, посвященные гибели Титаника и подписанию Декларации о независимости. Дойдем до станции метро и прокатимся до 23-й улицы. Мы в квартале Челси. Это дорогое место. Здесь много ресторанов, галерей и музеев. И известно оно не только красивой архитектурой итальянского, греческого, викторианского, неоготического и современного стилей, но и знаменитым отелем Челси, пристанищем творческих людей, церквями, да и вообще здесь стоит побродить в отдельный день. Все это великолепие вы можете рассмотреть, прогулявшись по Хайлайн-парку, поднятому на 10 метров над землей. Он построен на бывшей линии железной дороги и протянулся на 1,5 километра. Вдоль парка расположено самое дорогое жилье квартала. Раньше железная дорога проходила прямо по этой 10-й авеню, которая из-за этого прозвали Авеню Смерти, потому что люди здесь по неосторожности часто попадали под поезда. Не спасали даже вестсайдские ковбои, люди на лошадях, которые ехали впереди локомотива и размахивали флажками. После 500-го погибшего дорогу решили поднять. Посетите также рынок Челси, здесь всегда шумно и празднично, и он сочетает в себе супермаркет, роскошные витрины, рестораны и промышленное и офисное пространство. Кроме того, вас заинтересует также и парк Хадсон-Ривер, расположенный на реке Гудзон.
Как вы уже поняли, остров Манхэттен с запада омывается рекой Гудзон, с востока проливом Ист-Ривер, с севера рекой Гарлем, ну а на юге заливом Аппер. На севере район Нью-Йорка Бронкс, а справа через Ист-Ривер Бруклин, куда мы сейчас и направимся на метро. И да, если вы в Нью-Йорке на несколько дней или устали, то на этом месте можете прервать нашу прогулку, а мы с самыми стойкими поедем в Бруклин. Это самый населенный район Нью-Йорка, и занимает он западную часть острова Лонг-Айленд. Как мы помним из первой части видео, Нью-Йорк состоит из 5 районов или боро, 4 из которых расположены на островах, и только Бронкс на материке. А мы выйдем на станции Корт-стрит и прогуляемся по кварталу Бруклинские высоты или Бруклин-Хайтс. Между прочим, это самый недооцененный туристами квартал Нью-Йорка. Он как будто замер в прошлом и по сравнению с шумным окружением представляет из себя оазис тишины и спокойствия. Побродить по его тихим ухоженным улочкам и полюбоваться интересной архитектурой приезжает много нью-йоркцев. Здесь можно увидеть старейшее здание этой части города, построенное аж в конце 18 века. Или осмотреть известную Плимутскую церковь. Она была центром борьбы против рабства. В ней, к примеру, устраивали аукционы, на которых привезенных с юга рабов якобы продавали предложившим максимальную цену, а затем отпускали на свободу с суммой, вырученной с этой фиктивной продажи. Эту церковь посещал даже Авраам Линкольн, а когда ее прихожане отправились в путешествие по святым местам, к ним присоединился молодой журналист Марк Твен, написавший по итогам поездки произведение «Простаки за границей». Архитектор этой церкви Грейс, или Благодати, строил собор Троицы в финансовом квартале Манхэттена, о которой я рассказывал в первой части прогулки. Кроме того, ее прекрасные витражи исполнил ювелирный дом Тиффани. Отдохнуть и перекусить вкусной пиццей Маргарита вы можете в известном здесь заведении Делла Роко. А пройдя чуть дальше, в сторону Ист-Ривер, вам откроется один из известнейших видов на прекрасный Манхэттенский мост. На самой набережной вас обязательно заинтересует отличный парк, который обычно посещают на закате, чтобы пофотографировать небоскребы Нижнего Манхэттена и Бруклинский мост. А наш путь далее лежит к Проспект-парку. Можно сказать, что это младший брат Центрального парка Нью-Йорка. Да и проектировали его те же самые архитекторы. Правда, в оформлении он даже превосходит своего так называемого старшего брата. Здесь регулярно проводятся концерты на открытом воздухе. Есть самое большое в Бруклине искусственное озеро. А во время войны за независимость на этом месте проходило сражение, называемое битвой за Лонг-Айленд, в котором армия Джорджа Вашингтона проиграла британцам и отступила. Недалеко отсюда находится кладбище Гринвуд, но посещать его стоит только если вы в Нью-Йорке надолго. Оно представляет из себя крупный и уникальный парковый комплекс. По нему даже ходят экскурсионные автобусы. И именно его устройство сподвигло руководство города на создание Центрального парка. А мы направимся в район Флетбуш, который славится своими несколькими улицами с домами в викторианском стиле. В свое время это был городок, заселенный голландцами, которые во время войны за независимость симпатизировали англичанам, но позже он был присоединен к Нью-Йорку. Чуть севернее знаменитый среди любителей стрит-арта или уличного искусства район Бушвик. Здесь ежегодно устраивают фестивали, привлекающие сотни уличных художников со всего мира. Можно сказать, что здесь сконцентрированы лучшие граффити на планете, так что обязательно загляните в это чудесное место. Ну а мы завершим нашу прогулку по Нью-Йорку на берегу Атлантического океана на Кони-Айленде. Для этого доедем на метро до станции Ocean Parkway. Отсюда, если пойдете влево, то попадете в знаменитый Брайтон-Бич, островок жителей бывшего СССР. Но мы пойдем прямо и осмотрим очень известный парк развлечений, главной достопримечательностью которого является колесо обозрения «Колесо чудес». Но не менее популярны среди гостей парка и деревянные американские горки «Циклон» и площадка для картинга. Посещать это место нужно в будни, и чтобы покататься и отдохнуть на всех аттракционах, необходимо выделить отдельный день. Кроме того, эта часть Нью-Йорка славится своим пляжем, весельем, соревнованиями по поеданию хот-догов и красивыми закатами.
На этом наша прогулка завершена. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал и счастливой вам поездки в прекрасный Нью-Йорк.